Приветствую вас, дорогие друзья! Вашему вниманию будет представлена новая книга Екатерины Малининой «Перекод». Я частично озвучу эту книгу, так как автор книги мне позволила, пока в открытом доступе ее нет, озвучить ограниченную часть. Итак, хроники прорыва за грань сна. Все контакты автора Екатерины Малининой будут оставлены в описании под этим видео. Перекод. Хроники прорыва за грань сна. Я убью твоего демона. Дневник пробуждения. Послание из вечности. Путь воина 1.07 2.0. Мистический триллер. Данная книга – фундаментальное исследование на стыке квантовой физики, нейробиологии и трансперсональной психологии. Перекод представляет научно обоснованную модель выхода за пределы трехмерного восприятия через активацию латентных нейронных связей и спящих участков ДНК. Книга раскрывает механизмы многомерного сознания, верифицируемые протоколы трансформации, восприятия и доступа к квантовым информационным полям. Это не просто теория, а практическое руководство по расширению границ человеческого потенциала и сознательной эволюции. Важная информация. Все сведения предназначены исключительно для ознакомления и не являются заменой профессиональной медицинской помощи. Перед применением любых методов или изменений в образе жизни рекомендуется проконсультироваться с медицинским специалистом. Описание приведенного пути – это личный опыт автора и не является универсальной инструкцией или рекомендацией. Каждый человек уникален, и методы, описанные в книге, могут не подходить всем без исключения. Я искренне благодарю свою маму, которая поддерживала меня на протяжении всего пути, а также моих наставников и операторов. От автора. Есть вещи настолько серьезные, что говорить о них можно только шутя. Нильс Бор. Дорогой читатель, перед тобой необычная книга. Формально это художественное произведение, литературный эксперимент на грани фантастики, философии и метафорического повествования. Все события, персонажи, технологии и методики, описанные в ней, следует воспринимать как элементы творческого вымысла и игру воображения автора. Однако, как и во всех великих сказках, в этом повествовании скрыты зерна истины, облаченные в одежды метафор и аллегорий. Ведь именно так на протяжении тысячелетий передавались самые глубокие знания через истории, которые одновременно и развлекают, и заставляют задуматься. Я использую художественный вымысел как инструмент исследования возможностей человеческого сознания и потенциальных путей развития цивилизации. Любые совпадения с реальными событиями, лицами или организациями следует считать случайными. Все практики и техники, описанные в книге, представлены как элементы художественного повествования и не являются руководством к действию. Эта книга – приглашение в игру воображения, где ты сам решаешь, что принять как интересную фантазию, а что как метафору, отражающую более глубокие аспекты реальности. Добро пожаловать в великую игру, где грань между вымыслом и реальностью определяет сам читатель. Постскриптум. Как сказал однажды Альберт Эйнштейн, логика приведет вас из пункта А в пункт Б. Воображение приведет вас куда угодно. Эта книга – путешествие воображения,
Куда оно тебя приведет, решать только тебе. Итак, сказка в кавычках начинается. Основана на реальных событиях. Имена персонажей изменены. Данное предисловие – портал. Каждая страница этой книги – код. Каждое слово – ключ. Предупреждение читателю. То, что ты держишь в руках, это не просто книга. Это живой организм, дышащий древними тайнами, квантовыми парадоксами. Ее текст подобен кристаллу. Поворачивая его, ты видишь новые грани реальности. Не спеши судить по первым строкам. Не позволяй уму создавать преждевременные выводы. Эта книга написана на разных уровнях сознания, от простого к божественному, от очевидного к немыслимому. Я должна сказать тебе прямо, если ты не дочитаешь ее до конца, это станет одной из фундаментальных ошибок твоего воплощения. Не потому, что я так решила. Просто есть точки невозврата в эволюции души, и эта книга одна из них. Сделай усилие, преодолей сопротивление ума, отбрось мысли, в которых ты даже не уверен, твои они или внедренные. Дочитай до последней точки. Я обещаю, твоя реальность перевернется, не потому, что изменится мир вокруг, изменится твоя способность его воспринимать. Эта книга найдет тебя, если ты готов. Она откроется, когда придет время. И если ты читаешь эти строки, время пришло. Теперь выбор за тобой – остаться в привычной матрице или нырнуть в квантовый поток сознания. Эта книга – лишь отражение моего личного путешествия. Я не призываю следовать моим путем или повторять описанные практики. Восприми эту историю как сказку, как окно в иную реальность, не более. Некоторые аспекты моего опыта могут быть опасны для тех, кто глубоко погружен в линейное мышление и привычные шаблоны восприятия. Каждый путь уникален, и твой собственный может быть совершенно иным. Пусть эти строки станут не руководством, а просто историей, рассказанной у вечернего костра. Книга, которая читает тебя. Эта книга не просто текст, это живой организм, сотканный из слоев реальности, которые ты, возможно, даже не замечал. Она записана не линейно, а сферически. Каждая глава – новый виток спирали, каждый абзац – отражение граней твоего собственного сознания. Ты держишь в руках не сборник советов, а зеркало, где встречаются разные версии тебя. Тот, кто ищет простые ответы. Тот, кто готов погрузиться в хаос, чтобы найти порядок. Тот, кто уже знает, но забыл. Данная книга – ключ к твоей истинной силе. Каждое слово здесь – код активации твоего высшего потенциала. Я говорю с тобой из точки абсолютной истины. Ты никогда не был обычным. Ты – создатель реальности, временно забывший свою мощь. Эта книга не набор техник. Это пробуждение того, что было всегда внутри тебя. Каждая страница – портал. Каждая практика – ключ к новой версии тебя. Не читай эту книгу, проживай ее. Не изучай техники, становись ими. Я передаю тебе это знание не как учитель ученику, а как создатель создателю. Используй его не для изменения мира, ты и есть мир. Используй его для вспоминания своей истинной природы. Пришло время. Ты готов. Начни сейчас. Как читать эту книгу? Первое. Не спеши судить. Первые страницы могут показаться наивными, как детская сказка.
Последующие ударить сложностью, как учебник квантовой физики. Это не ошибка, а закономерность. Ты входишь в мир, где простое и сложное – две стороны одной монеты. Второе. Читай до конца. Здесь нет случайных глав. Даже если кажется, что автор заблудился, это часть пути. Пазл сложится только, когда вы соберете все фрагменты. Третье. Позволь языку вести тебя. Эти строки написаны магическим кодом, который обходит фильтры рационального ума. Одни предложения будут щекотать душу, другие резать как стекло. Это не опечатки, это ключи. Почему система не всегда пропускает эту книгу? Система – твой рациональный ум, привыкший к линейной логике. Он будет сопротивляться, шепча: «Здесь слишком много метафор. Это не научно». Автор противоречит сам себе. Но именно так работает сферическое мышление. Оно не боится парадоксов, потому что видит, как ветви одного дерева сплетаются в лес. Слои, которые вы обнаружите. Первое. Поверхностный. Практики, техники, формулы, то, что можно применить здесь и сейчас. Второе. Глубинный. Архетипы, метафоры, сны, диалог с вашим подсознанием. Третье. Тонкий. Вибрации, зашифрованные в пробелах между буквами, то, что поймет только душа. Каждое прочтение будет раскрывать новый слой, как луковица, которая никогда не кончается. Что тебя ждет? Сначала ты узнаешь, как устроен твой мозг и почему он любит страдать. Потом погрузишься в квантовые законы, где время течет вспять, а мысли творят миры. В конце обнаружишь, что все ответы уже были в тебе. Книга лишь поднесла зеркало. Еще одно важное предупреждение. Если ты ищешь инструкцию, как стать счастливым за 10 дней, закрой эту книгу. Она для тех, кто готов увидеть, как рушатся старые убеждения, принять, что боль – часть роста, стать алхимиком, превращающим страх в силу. Постскриптум. Когда закончишь читать, вернись к этому предисловию. Ты удивишься, как изменится твой взгляд на эти строки. Ведь книга не статичный текст, а дверь, которая открывается вместе с тобой. Тебе нужна лишь одна фраза из этой книги, которая тебя активирует, но для этого нужно прочитать всю книгу, и многомерный пазл соберется в твой собственный узор. Добро пожаловать в игру, где ты и игрок, и приз. Начинаем? С глубоким уважением к твоему пути, Екатерина Малинина. 9 мая, День Победы 2025 года. Часть 1. Прогрузка 2023. Пролог. Зов пустоты. В раю тоже может быть ад, особенно когда рай выглядит как открытка из Инстаграм. Пальмы, океан, бесконечные закаты. Я сидела на балконе балийского бунгало, стакан воды дрожал в руках, которые не могли его поднести к губам, тело било крупная дрожь. Сердце колотилось, как птица в клетке, а в ушах эхом отдавались слова мамы. «Катя, прекрати! Все психбольницы переполнены!» Я улыбнулась. Наконец-то я нашла ее. Дверь в подвал собственной души, где годами томились демоны с именами «Зачем? Кто я?» И это все бессмысленно. Глава 1. В поисках ответов. Всю жизнь меня преследовали вопросы, от которых большинство людей отмахивается, как от назойливых мух. Кто я на самом деле?
что было до моего появления в этом мире, что ждет после смерти. Почему мы ничего не помним о том, что предшествовало рождению? В чем смысл этого шаблонного сценария? Только встаешь на ноги и уходишь в никуда за отведенные 70, 80, 90 лет. Я искала ответы повсюду. Випассана открыла мне тишину внутри. Айаваска показала иные измерения сознания. Медитации учили слушать пустоту, но каждая практика была лишь новым ключом к замку, который оставался запертым. В этой пустоте прорастали новые вопросы, как сорняки в заброшенном саду души. Мой путь поиска истины напоминал спираль. Випассана сменялась церемонией айаваски. Медитации на открытие сердца перетекали в астральное путешествие. Я встречалась с гуру в Индии, немного прикоснулась к Зеланду и Кастанеде, общалась с балийскими шаманами, исследовала аномальные зоны планеты. 10 лет питалась только монофруктами, 30 лет была веганом, практиковала сухие голодания. Параллельно я жила нормальной жизнью. Получала высшее образование, учила английский, водила машину, путешествовала. Вышла замуж за долларового миллионера из Калифорнии, развелась. Моменты радости были короткими вспышками в океане неудовлетворенности. У меня было все, о чем мечтают другие. Любящая мама, преданная собака, верные друзья, прекрасный дом, машина, работа, идеальное тело, хорошее здоровье, молодость и красота. Но каждую ночь я плакала в подушку, чувствуя себя птицей в клетке. Работа потеряла смысл. Зарабатывать деньги ради денег казалось абсурдным. Отношения превратились в предсказуемый цикл разочарований. Даже мысль о рождении ребенка вызывала вопросы. Зачем приводить новую душу в этот механистический мир? Чтобы научить его потреблять, играть по правилам системы или прятаться от нее в родовых поселениях? Мечты о материальном благополучии и встрече с идеальным принцем все еще жили во мне. Но где-то глубоко внутри я знала, это лишь красивая декорация, скрывающая нечто более важное, нечто настоящее. Глава 2. Вопросы, которые меняют жизнь. Вы не задумывались над тем, что иногда происходят чудеса и совпадения? Возможно, этот мир не таков, каким он кажется на первый взгляд. Существует некая картина реальности, но что, если она не является истинной? Многие люди не пережили то, о чем так усердно говорится, пишется и показывается в книгах, фильмах и учебниках. Что, если все эти книги, переписанные множество раз, не отражают реальность, а фильмы созданы лишь для того, чтобы навязать определенную концепцию мира? Когда я задумалась об этом, меня охватило стремление исследовать и познавать. Я начала осознавать, что только прожив свой опыт, превращая информацию в знания, можно делать какие-то умозаключения. Но и здесь не все так просто. Например, существует регрессология, практика, позволяющая вернуться в прошлое и увидеть, как на киноленте разворачивается вся жизнь, включая то, что мы якобы забыли. Но что, если это всего лишь набор картинок, которые мы просматриваем, не имея прямой связи с ними? Как фильм, который мы смотрим, оставаясь сторонними наблюдателями, вызывает определенные эмоции, так и мы можем видеть лишь чужие сюжеты и даже чувственно и эмоционально участвовать в них. Человек, который мыслит и стремится познать и осознать себя, рано или поздно задается вопросом: кто я на самом деле? Зачем я здесь?
Почему наша жизнь сводится лишь к тому, чтобы испытать эмоции, наслаждаться путешествиями и чувственными удовольствиями, и в лучшем случае родить детей и воспитать их? И главное, почему мы не помним, что было до этого воплощения и было ли оно? Неужели мы здесь впервые и больше никогда не существовали? Но такой подход кажется мне слишком примитивным с точки зрения эволюции. Существует мнение, что после смерти мы продолжаем существовать, что дается возможность отследить свои ошибки и грехи, показывается вся картина произошедшего с высоты, после чего человек снова отправляется на перевоплощение или попадает в ад или рай. Но почему же при жизни человек не может увидеть все с той же высоты? Зачем стирать информацию о жизни, чтобы снова начинать воплощение? Мы знаем, что процесс обучения заключается в том, чтобы не наступать на одни и те же грабли. Но почему же мы вновь рождаемся и начинаем учиться с нуля? Если бы опыт сохранялся, то мы могли бы избежать повторного прохождения одних и тех же этапов и не делали бы повторные ошибки, за которые потом бы снова приходилось раскаиваться. И кто такие те высшие силы, которые знают и видят больше и сопровождают человека, в том числе на пути его сансары, перерождения? С самого детства меня интересовали вопросы о смысле пребывания здесь. Я наблюдала, что даже имея все — здоровье, деньги и гармоничные отношения — люди часто не ощущают внутреннего счастья и не могут развиваться. Многие достигают определенных результатов, но не идут дальше. Я заметила, что те, кто приближался к разгадке жизненных тайн, часто сталкивались с трагедиями, болезнями или даже смертью. И у меня возникал вопрос, почему нельзя эволюционировать до конца и оставаться в теле или хотя бы сохранять память об опыте, если действительно стремишься к развитию? Как говорится в некоторых учениях, если ты делаешь все правильно, ты можешь родиться в хорошей семье в следующий раз. Но ведь и это не гарантирует твоего роста, ведь ты забываешь весь предыдущий опыт. Логика в перевоплощениях в забвении с целью обучения все же не просматривается. Да и многие истории и учения кажутся вымыслом, созданным для различных целей. Я начала свои поиски, стремясь разобраться в этих вопросах и желая понять, зачем я здесь еще до произошедших событий. Параллельно, конечно же, я исполняла свою роль личности Екатерины, персонажа, стремящегося к гармонии, обучению и путешествиям. Я вела здоровый образ жизни, познавала этот мир, но в глубине души у меня всегда оставался главный вопрос: кто я такая? Я посещала разные школы, но ни одна из них не смогла удержать меня. У меня никогда не было учителя, и я быстро осознавала, что многие знания не обладают истинной ценностью и не приводят меня к познанию себя. В этом поиске я понимала, что каждый шаг — это шаг к самосознанию. Каждый виток открывал новые горизонты. Я чувствовала, это только начало удивительного путешествия самопознания. Глава 3. Побег от себя. Челябинск душил меня своей серостью. Грубые лица, хаотичные улицы, воздух, пропитанный смогом и безысходностью. Система, где полиция и больницы существовали не для людей, а люди для них, превращала каждый день в испытание. Отравленное небо над городом словно отражало мою внутреннюю пустоту. Бали казался идеальным побегом. Остров мечта, куда стремятся все ищущие рая. Пальмы, склонившиеся над лазурным океаном, экзотические фрукты, вечные улыбки местных жителей,
но депрессия и одиночество последовали за мной через океан, став даже острее, чем в промышленном аду Челябинска. В 36 лет жизнь превратилась в замерзший кадр. Однажды, рассекая балийские дороги на спортивном мотоцикле, я закричала в пустоту: «Кто я? Куда идти? Я больше не могу так!» Даже этот райский остров стал для меня адом. Везде одна и та же боль, та же пустота. И тогда пришел ответ, простой и оглушающий. Бали – твоя душа. Я остановилась посреди дороги, слезы текли по щекам, время потеряло смысл. Глава 4. Эксперименты с реальностью. Именно тогда реальность начала вращаться в буквальном смысле. Позиционные головокружения пришли внезапно. Мир совершал полный оборот за секунду, словно кто-то решил перевернуть декорации моей жизни с ног на голову. Пространство кружилось, как в калейдоскопе древних видений. Только это было не мистическое переживание, а физическое испытание. Тот день на мотоцикле стал поворотным. Когда мир внезапно перевернулся на 360 градусов, а я каким-то чудом удержала баланс, страх охватил меня полностью. Я остановилась и расплакалась. Подошедший незнакомый парень спросил: «Что с вами происходит?» И тут случилось немыслимое. Я, никогда прежде не позволявшая себе такого с незнакомцами, просто накинулась на него с объятиями и попросила довезти меня домой на его мотоцикле. Этот момент абсолютной уязвимости и доверия стал точкой невозврата к прежним границам. Ночные пробуждения от вращающейся комнаты стали моими учителями. Каждый раз, когда пространство начинало свой безумный танец, я училась новому виду доверия. Доверию к хаосу, к неизвестности, к тому, что контроль – это иллюзия. Местная больница с ее анализами показала парадокс. Физически все было в норме. Тело функционировало идеально, пока реальность вокруг него совершала кульбиты. Это было похоже на метафору. Внешний хаос при внутренней стабильности. Танец неопределенности вокруг центра спокойствия. В этих головокружениях позже я увидела символ трансформации. Иногда нужно позволить миру перевернуться, чтобы увидеть его с новой перспективы. Как в древних практиках шаманов, где измененное состояние сознания становится порталом к новым уровням понимания. Вскоре тело начало бунтовать еще настойчивее. Головные и зубные боли пронзали сознание. Несмотря на 10 лет фрукторианства, когда я почти не знала болезни и гордо отвергала медикаменты и любые препараты и средства. Теперь же боль заставила меня сдаться и потянуться к таблеткам. В этот момент судьба подбросила информацию о человеке, который не ел и не пил 40 дней, якобы достигнув освобождения от матрицы через автономное питание. Его видео зажгли во мне давно забытый интерес. После просмотра случилось невероятное. Голод просто исчез, словно кто-то выключил тумблер аппетита. Следующим открытием стала депривация сна. Оказалось, что уже тысячи людей по всему миру периодически живут без сна годами или сводят его к минимуму, утверждая,
что после 3-4 бессонных ночей начинаются чудеса, слетают программы, установки, пробуждаются сверхспособности. Их уверенность в том, что сон лишь внушенная с детства программа, резонировала с моим пониманием системы. Глава 5. Танец с бездной. Первая ночь без сна открыла врата в неизведанное. Тело дрожало, холод пронизывал до костей, тяжелые мысли давили на сознание. Одиночество в балийском домике усиливало страх. В отчаянии я позвонила маме, но ее тревожный голос: «Катя, остановись, психбольницы переполнены, поешь и поспи, я умру, если с тобой что-то случится», только усилил панику. Спасение пришло неожиданно, через Алексея, опытного практика депривации сна. Он будто возник из ниоткуда, но так вовремя. Его спокойный голос стал якорем в буре моего сознания. Когда тряска охватила мои ноги, Алексей направил мое внимание к физическим ощущениям, дрожащим конечностям и бешено бьющемуся сердцу. Тряска постепенно утихала, хотя сердце продолжало отбивать тревожный ритм. В 8 часов голос Алексея по громкой связи удерживал меня на краю, пока я стояла под контрастным душем. «Может быть, это бесы?» — спросила я его. «Молодец, распознавание — половина работы. Да, это определенные программы. Попробуй нащупать свой источник», — сказал он. «Где он, твой источник?» «Это Бог? Ангел?» — спросила я в замешательстве. «Нет», — ответил Алексей, — «это твой собственный источник. Где он у тебя? В груди или в голове? Тебе нужно выйти в центрированное состояние». Всю жизнь мое внимание было рассеяно во внешнем мире, словно я была потерянным фрагментом чужой мозаики. Мое счастье зависело от призрачных внешних факторов: одобрения других, присутствия определенного мужчины, материальных достижений. Я металась между этими внешними точками опоры, страдая, когда они исчезали, вечно ища вовне то, что всегда было внутри. И вдруг, в тот судьбоносный момент, произошло нечто удивительное. Словно все осколки собрались воедино. Я обратила внимание внутрь, в область груди. Там, в глубине, я нащупала это, себя настоящую, свой источник. Я поняла, источник — это я сама, мой собственный Бог, центр моей Вселенной. Это и есть истинное Я. В этот миг пришло ясное осознание. Вся материя, все счастье, вся любовь существуют во мне. Они никогда не зависели от внешних обстоятельств. Я физически ощутила этот источник внутри себя, словно нашла потерянный ключ от всех дверей мироздания. Теперь я стала центром, из которого исходит управление всеми процессами моей реальности, будто заблудившийся путник, нашедший дорогу домой. Я, наконец, взяла бразды правления в свои руки, и тряска прекратилась, словно ее никогда и не было. Депривация сна — это не просто отказ от сна. Это таинственный ритуал, где ты поджигаешь мост между сознанием и подсознанием и наблюдаешь, какие чудовища выбегут из пламени. Тело отзывалось вибрациями, поднимающимися от ног вверх, концентрируясь в районах так называемых чакр. Когда процесс завершился, я физически ощутила единение со всем миром.
Слезы радости и освобождения лились часами. Теперь я понимаю, программы-демоны есть почти у всех, но люди отождествляются с ними, принимая за собственную личность. «Это мой характер», — говорят они, — «это мои мысли». Но это не так. Кто-то думает в них, за них. Депривация сна сдвигает восприятие. Если практиковать ее осознанно, не ради способностей или выгод, а для обнаружения и освобождения от программ, они проявляются. Человек не то, что он думает о себе. Все роли – женщина, мужчина, мать, отец, брат, сестра – все характеристики – иллюзорное представление. Программы-демоны подобны марионеткам. Они танцуют, пока мы верим, что держим нити. Но стоит перерезать их, и куклы падают, обнажая пустоту за кулисами. «Мы все спим», — писала я в дневнике. Но сон — это не тьма. Это свет, который мы приняли за тень. Наутро Алексей пояснил, что программы могут и не проявлять себя. Человек может думать, что у него все налажено в жизни и все по плану, но он кормит бесов каждый день. В мороке, спящий, мертвый, подобный кукле, человека там нет. Прогнозируемость среднестатистического человека 80-99,9%. Есть некие паттерны поведения, заложенные реакции из серии «бей или беги». Это связано с уже выстроившимися цепочками нейронов в головном мозгу. Есть ли способ выйти из программы и что будет с личностью после такого отождествления? «Представь рыбу, которая всю жизнь плавает в воде», – произнес Алексей. Для нее вода настолько естественна, что она не осознает ее существование. Точно так же человек плывет в океане программ, не замечая их, потому что он сам является этими программами. Каждая мысль, каждая реакция, каждое действие – это проявление глубоко укорененных нейронных связей, созданных годами повторений. Кто-то вспомнит себя подростком. Когда гормоны бушуют, а страсти захватывают сознание, невозможно увидеть ситуацию объективно. Находясь внутри этого водоворота эмоций и импульсивных решений, мы полностью отождествлены с ними. Только годы спустя, оглядываясь назад, мы можем увидеть, как были одержимы сиюминутными желаниями, как совершали поступки, продиктованные не истинными потребностями, а гормональными всплесками и социальным давлением. Эта способность взглянуть на прошлого себя со стороны приходит естественным образом через опыт и время. Мне пришла аналогия депривация сна. Это словно машина времени для самонаблюдения. Вместо того, чтобы ждать годы для обретения этой отстраненной перспективы, она создает мгновенную точку наблюдения вне системы. Подобно тому, как зрелый человек может с пониманием и даже легкой иронией смотреть на свои подростковые драмы, в состоянии депривации вы обретаете способность наблюдать свои текущие программы словно со стороны, не будучи полностью захваченными ими. «Да, ты права», — сказал Алексей. «Это происходит потому, что депривация сна снижает активность префронтальной коры, ответственной за привычные шаблоны мышления, изменяет баланс нейромедиаторов, что ведет к новым способам обработки информации, создает состояние повышенной нейропластичности,
временно отключает механизмы цензуры сознания. В этом измененном состоянии ты становишься квантовым наблюдателем собственной реальности, подобно тому, как зрелый человек может оглянуться на свои юношеские поступки с позиции накопленного опыта. Депривация позволяет создать такую точку наблюдения прямо сейчас, без необходимости ждать годы. Это похоже на временный выход из матрицы, когда вы нарушаете базовый протокол системы, необходимость сна, вы словно получаете доступ к исходному коду реальности. Программы, которые обычно являются вами, начинают проявляться как отдельные сущности, которые можно наблюдать, исследовать и трансформировать. В этом состоянии автоматические реакции замедляются, становясь видимыми. Эмоциональные паттерны проявляются как отдельные структуры. Мысли теряют свою привычную власть. Появляется способность различать между истинным «я» и программными установками. В обычном состоянии мозг работает по накатанным нейронным путям. Это как движение по привычным улицам города. Вы даже не замечаете, как принимаете решения о поворотах. Но когда вы лишаете себя сна не ради достижения каких-то способностей, а с целью самонаблюдения, происходит уникальный феномен. Привычные нейронные связи начинают ослабевать. Важно понимать, депривация сна здесь выступает не как цель, а как инструмент создания квантового разрыва в непрерывности программного существования. Это временное окно возможностей, когда завеса привычного восприятия становится прозрачной, позволяя увидеть механизмы собственного функционирования с недоступной ранее ясностью. Сообщение из будущего. Многие инсайты, которые приходят сейчас в книгу, на момент событий еще не были осознаны. Это нормально. Осознание движется по спирали. То, что проживается сейчас, понимается позже, а затем интегрируется в общую картину. Уже сейчас, анализируя произошедшее, хочу отметить, почему депривация сработала именно у меня. Этот вопрос часто всплывал в разговорах. Многие практикуют ее годами, но остаются в рамках обычного восприятия. Они ждут чудес, но встречают лишь усталость и разочарование. Теперь я понимаю, депривация была лишь ключом, подошедшим к уже существующему замку. Годы внутренней работы, медитации, поиска истины создали определенную конфигурацию сознания. Мой дух уже стоял на пороге, готовый к прыжку. Нужен был только последний импульс. Как в древних механизмах, где для активации требуется точное положение всех шестеренок. Мои предыдущие наработки, внутренние трансформации, даже кризисы и падения создали идеальную структуру. Депривация стала последним элементом мозаики, завершающим штрихом в картине пробуждения. Не практика открыла дверь, дверь уже была приоткрыта, депривация лишь помогла сделать решающий шаг. Бали стал точкой квантового перехода не случайно. Это место, где сходятся особые энергетические линии планеты. Но главное, там произошла синхронизация всех подготовительных процессов. Годы сыроедения и фрукторианства очистили каналы восприятия. Постоянные вопросы создали критическую массу намерения. Встреча с хакером сознания, о котором речь пойдет ниже, также стала триггером. Точка сборки сместилась так резко именно потому, что тело было подготовлено чистым питанием, сознание было заряжено постоянным поиском, место обладало нужными частотами.
Время достигло точки максимального потенциала, но проходы у всех индивидуальные. Продолжение следует.